Многие чемпионаты проводят номинации на латексе по всему миру. Правильно выстроить геометрическую правильную форму. Длина губ у нас должна быть приблизительно 5 сантиметров, то есть 2,5 в одну сторону, 2,5 в другую сторону. И я решила выбрать цвета. Это стробери номер 5. Так, начинаем перенос контура так же, как и на губах. В наивысшей точке здесь у нас пойдут складки. И приконтурное пространство я прокрашиваю более плотно. Если я хочу создать объемчик, то и движения у меня здесь будут немного такие дугообразные. Начинаю прорисовывать более детальные складки, которые еще больше помогают сформировать объем. Всех приветствую! Мы на канале Ханафи. Меня зовут Зинаида Назарьянц. Я победитель чемпионата ВУЛОП 2024 в номинации «Губы омбре на латексе». Второе место. Сейчас я вам точно могу сказать, что тема латекса довольно-таки недооценена, потому что многие чемпионаты проводят номинации на латексе по всему миру. И сейчас уже в России это тоже направление часто востребовано. И я хочу проговорить много нюансов, которые нужно учитывать при работе с латексом и при участии в чемпионатах. Поделюсь своими секретами, расскажу некоторые нюансы и покажу работу, с которой я победила. Могу сказать так, работа на латексе — это не просто творческий процесс, а изначально самое главное — правильно выстроить геометрическую правильную форму. И я вот поделюсь своей схемой. Они могут быть совершенно разные, но вот мой вариант составленной схемы губ, на которую я ориентировалась. Если вам пригодится, то я буду рада. Итак, смотрите, рассказываю параметры, которыми рекомендую руководствоваться при отрисовке эскиза на латексе. Длина губ у нас должна быть приблизительно 5 сантиметров, то есть 2,5 в одну сторону, 2,5 в другую сторону. Очень важно выстраивать максимально симметричную работу. То есть латекс — это у нас чистый лист, это гладкая ровная поверхность, это не объем, который сложно вывести в идеальную симметрию. И здесь мы просто не имеем права сделать несимметричную работу. Поэтому схема очень важна. Высота данной зоны 0,1 мм. От этой точки до этой точки 0,7 мм. От верхней линии до точки смыкания 1 см. До вот этих точек 1,3. Вот эта длина у нас получается 1,6. Далее, когда мы выстроили вот эту геометрическую форму, уже соединяем все линии мягко, красиво и плавно, выстраиваем в идеальную, симметричную, красивую, мягкую форму. Почему я выбрала именно эти параметры? Здесь можно было плясать от какой-то просто обычной формы и четкого равномерного прокраса, да, от стандартной, до чего-то творческого, такого реалистичного и более художественного. Я выбрала данную форму как нечто среднее. Возможно, в следующий раз я бы уже руководствовалась другими какими-то критериями, но сейчас могу посоветовать этот вариант, потому что визуально мне эта картинка на фотографии понравилась больше всего. И я ее попросту измерила и срисовала. Вы не поверите, я даже на лицах измеряла размеры губ у разных людей, у кого мне нравилась форма. Я измеряла все объемы, толщину верхнюю, нижнюю, каждую складочку и пыталась перенести это на бумагу. Итак, я перенесла эскиз на латекс, руководствуясь своими параметрами, и приступаем к работе. А также еще хотела отметить, что в компании Ханафи появился вазелин. Появилось два варианта новых вазелина. Это без аромата и с ароматом клубники, земляники. Ой, какой запах, его скушать хочется. На латексе я работаю с вазелином обязательно. И я решила выбрать цвета. Это стробери номер 5.
Soft Beige номер 9. Это для того, чтобы затемнять какие-то прожилки, какие-то складочки. И светлый цвет Peach номер 3. Поехали. Использую иголочку Hanafi 3001. Начинаем из контура. Если это такой тонкий сухой латекс, как у меня сейчас, то нужно его сразу наносить на него вазелин для того, чтобы потом легко было стирать пигмент. И приступаем. Итак, начинаем перенос контура так же, как и на губах. Только здесь мы обязаны просто это делать максимально ювелирно. Вести тонкую линию на кончике иглы. Что касаемо цвета. Цвет должен быть сочный, яркий. Я рекомендую более теплый. Окошко картриджа может смотреть либо в бок, либо на себя. То есть по направлению движения картриджа. Сейчас мы будем приступать уже к заполнению непосредственно всей площади губ с эффектом 3D, то есть самбре. Нужно понимать, какую форму вы выбираете и как вы будете переносить этот объем. То есть в данном случае у нас здесь вот такие наивысшие точки. Здесь у нас пойдут складки. Соответственно, здесь у нас не может быть занижения. То есть здесь у нас будет высокая зона прокраса. И здесь мы уходим в более широкую зону прокраса. И затемнение у нас пойдет еще от точки смыкания. Итак, карандашком я себе отметила, какую зону я буду затемнять от контура. И приконтурное пространство я прокрашиваю более плотно. К зоне, где должен заканчиваться темный цвет, я уже такой вот рассеянный штрих, более разряженный делаю. И начинаю уплотнять опять от контура. Прокрашиваю поплотнее. Данный латекс хорошо принимает пигмент, поэтому я работаю максимально поверхностно. Линия смыкания должна быть более выраженная. В общем, пытаемся максимально повторить, как это в нашей жизни видится со стороны, то есть как смотрятся наши губы, когда падает свет, образуются тени на лице. Там, где у нас складки, соответственно, там более темные зоны. Движения у меня полукруглые, такие дугообразные. Если я хочу создать объемчик, то и движения у меня здесь будут немного такие дугообразные, повторяющие объем губы. Перешли мы уже на нижнюю губу. Точно так же дублируем переходы, все это стараемся максимально симметрично сделать. Каждый латекс по-своему передает и цвет, и принимает пигмент. Вот для меня это на данный момент новый латекс, я его пытаюсь прочувствовать, но работается комфортно. Есть сложные латексы, такие как вот силиконовые, и глянцевые, и матовые, имитирующие кожу. Вносится пигмент гораздо сложнее, но там есть один нюанс. Сложно накосячить, скажем так. То есть там нужно прям сильно плотно делать. И я считаю, что такой латекс подходит тем, у кого рука легкая, кому нужно добиться более плотного прокраса. У кого же рука тяжелая, наоборот, нужно работать именно на таком латексе, на более сухом. На латексе работаем так же, как с клиентом, то есть относительно вашего оборудования выставляем вылет иглы, скорость работы, вольтаж. Все зависит от оборудования, от руки своей, как она работает, легкая или тяжелая. Самое главное, чтобы работа была не травматичная. Соответственно, на латексе тоже есть такой критерий, что все должно быть не сильно жестко, чтобы не прорезать, не прорвать латекс. Это все учитывается при судействе. Сейчас я буду заполнять центральную зону более светлым цветом. Здесь уже более редкий штрих. Мне здесь не нужен плотный прокрас. Просто для того, чтобы центральная зона была заполнена. Также полукруглыми движениями, дугообразными,
формирую растушевку в центральной части губы. Очень круто, что на таком латексе можно увидеть полностью все пиксели, всю растушевку, как она есть, где нужно добавить, увидеть свой штрих, насколько он равномерный, насколько он укрывающий. Далее перехожу к более темному оттенку и начинаю прорисовывать более детальные складки, которые еще больше помогают сформировать объем. Ну что, мои дорогие коллеги, все, я закончила свою работу на латексе. Мы сделали прокрас, омбре липс и расставили акценты. Работа окончена. Я работала на пигментах Hanafi. Если вы не знакомы с продукцией Hanafi и вам интересна колористика, то вы можете посмотреть полный разбор всей колористики, миксов и примеры работ на канале Hanafi. Ссылку на видео ищите в описании. А следующее видео будет у нас уже с отработкой на модели той же самой техники омбре липс. Если вам интересна данная техника на модели, подпишитесь на канал и не пропустите выпуск.